Всем добрый день, друзья. Я села, бранч у меня, время 14:20. Ребята мои ушли гулять. И что я вам хочу сказать. Я, убрала технику, как обычно, стулья все подняла, сижу, жду, когда ко мне придет робот. Он там в детской комнате убирался. И я жду, когда он ко мне придет, чтобы подвинуться, потому что я тут села на бранч. Вот. Он, покатался вот здесь. Из комнаты детской вышел и встал на базу. Все, говорит, я убрался на базу. Нет, дорогой мой, давай еще раз. Чик. Но теперь я детскую комнату закрою, чтобы он сюда уже не заезжал. Пусть убирает мне здесь, в салоне. Вот. А то деловой. Вот такие глюки у него бывают. Пойдемте море вам покажу. Ребята там тоже что-нибудь наснимают вам на второй телефон. И мы вам покажем потом. Ой, все как серо. Пасмурно у нас, но зато сухо. Поэтому ребята сразу, как только сухо стало, побежали. Видите, какое серое море? Вообще некрасивое. Но такая погода тоже у нас в Турции бывает. Вот. В общем, я сейчас позавтрака обедаю, и мы с Алексеем на рынок пойдем. Сегодня вторник, в Эрдемле у нас вторничный рынок. Пойдем посмотрим, что там продают, надо будет продукты купить. Такие у нас дела. Ребята сейчас уже скоро, я думаю, вернутся, они долго не будут гулять. Потому что Алексей знает, что нам еще на рынок, а рынок работает до 6 у нас. Рубрика «Мотивация на уборку». Мужчины мои чего-то сегодня по какой-то причине неизвестной мне не разобрали посудомойку. Вот. Разберу ее я. Я всегда разбираю так посудомойку. Сперва всю посуду вытаскиваю и сортирую, складывая ее... Как они засунули? Ой, упс. Складываю ее вот здесь. По этим... Чашки с чашками, как это сказать? Сортирую, короче. Глубокие чашки с глубокими чашками. Менее глубокие с менее глубокими. Так. Тарелки в одну кучу. Чашки в другую кучу. Вот. Такая чашка еще. Сюда. Тетрис, короче. Своего рода. Чик. Чик. Вот так. Вот вы говорите, душевую мыть не мое. Полы мыть не мое. Посуду мыть не мое. А что вообще твое? А ничего не мое. Расскажите, у кого есть любимая уборка. Я знаю. Моя тетя родная обожает мыть посуду. Это да, это я знаю. Есть такое. Упс. Вот. А я не люблю. Ничего. Но когда вынуждена это делать, то в любом случае делаю. Деваться мне некуда. О, уже робот пришел ко мне. Ходит, тут убирается. Видите, помощник какой. Вот это, друзья мои, называется рубрика «Мотивация на уборку». Вот.
В общем, смотрите, вот такое количество посуды у нас получилось. Это то, что мы расходуем за день. Когда мы только приехали в Турцию, очень страдали небольшим количеством посуды. Спасибо нашей подруге Сардинч, которая подарила нам посуду. Огромное количество, целый большой набор. Разный-разный. Вся вот эта коричневая посуда, стекло, это то, что нам Сардинч подарила. Вот. Мы страдали тем, что не хватало посуды, потому что не могли копить столько, сколько мы хотим. Приходилось в течение дня все равно намывать посуду. Ну вот, а потом я по размеру тарелок вот так складываю их. Чик. Голубенькие. Сюда. Вот робот пришел, надо отходить. Глубокие. Сюда. Неглубокие. Сюда. Глубокие опять сюда сортировать. Прозрачные сюда сверху кладу. Ой, ребята мои уже пришли, видите? Я даже посуду не успела досортировать. Ты один, что ли, пришел? А что вы посуду сегодня не разобрали? Наглые такие. Сейчас зрители меня опять это самовают. За это самовают. Закидают помидорами. А? И какашками, да. Ну, кто чем обладает. Кто что имеет, тот тем и делится. Вот. А я там им сказала, что душевую кабину не люблю мыть, полы не люблю мыть. Они надо мной теперь это самое трололололо. Не, ну как бы они, понимаешь, они думают, что я так прям сейчас близко к сердцу приму то, что они скажут. Ольга, да вы что вообще? Женщина называетесь. Вот, но я-то близко к сердцу не принимаю. Ты-то это знаешь, поэтому мне все равно, что они обо мне думают. Я сразу сказала, что я такая, какая я есть. Вы либо смотрите наши влоги, либо не смотрите. Я надеюсь, никто вас там под дулом пистолета не заставляет наши влоги смотреть. Вот. Те, кто нас любит, те любят меня такую, какая я есть. И я даже ни от кого не скрываю, что да, мне не составляет никакого труда, при том, что быстро это сделать, приготовить еду. Вот, я не буду полдня возиться. Ай, что он хочет от меня. Я не буду полдня возиться там с каким-нибудь сложным блюдом. Мне надо все быстро прям. Алексей это знает. Вот. Я могу легко и быстро 10 килограмм моркови настругать. Это вообще для меня никакого труда не составляет. Но вот уборка. Я тоже все быстро делаю, но чтобы мне собраться и начать убираться... Да он вообще, я тебе сейчас расскажу про него, он вообще глючит. Ой, протри, пожалуйста, вот эти. Я не могу, Ладно. Но там есть кнопка гоняться по сумасшедшей траектории. Да прям, я ничего не нажимала. Что ты нажал? Знаешь, Ходи, кто ты давай. нажал? Хорош прятаться. Откроешь нам дверь? Я должна. А то я тут сейчас если выстрелю. Нагулялись? Да. Слава богу. В общем, ладно, все, мне тут уже чуть-чуть осталось доубраться, ложки, вилки. И вот тут чуть-чуть, в общем, все я сложила по полочкам, вот так, как положено. Вот, сейчас еще Олегу выговор в тыкушку вставлю, почему он посуду не разобрал. Вот. И будем собираться на рынок.
Что-то Ольга второй день уже разгулялась. Капец как. Короче, мы с Алексеем собрались опять. Теперь уже поедем на рынок. Там надо будет... Вообще основная задача у нас отправить нашему другу Ираю денежки. У него на автоплатеже стоят наше электричество, вода. Кстати, надо про воду спросить. А мы что, про воду ничего не должны? Кое-какие доставки он нам оформлял. Вот. И он еще некоторым соседям оплачивает электричество. Все денежки собрала. Как это сказать? Старшая по дому. Да, Алексей? Собрала все денежки и сейчас пойду ему отправлю, потому что еще неизвестно, сколько будет лечить зубки наша подруга Сардинч. Вот, и еще неизвестно, когда они приедут, чтобы эта сумма не накапливалась, потому что скоро уже через пару недель придут новые счета всем нам. Вот, поэтому, чтобы все это дело не накапливалось, пойдем отправим ему денежку. Ну и заодно, поскольку сегодня день рынка, рынок сделаем. Еще кое-по по каким делам заедем. В общем, пойдемте вместе, будем вас держать в курсе. Какое-то прям новогоднее событие у Ольги происходит. Одела себе вот такую эту. Все, наступил Новый год, пора уже выходить на улицу. Выходить из берлоги. Да. Погнали гулять. Ты там карты, смарты, все взял, что надо? Какие карты? Ну, не знаю. Ну что, друзья, вам сказать, вы знаете, я так укуталась, так думала, что замерзну, а я наоборот согрелась. Дома прохладнее, чем на улице, за бортом у нас 12 градусов, 1 февраля. Погода пасмурная, вот, но дождя нет. Я оделась достаточно тепло и даже выйдя из дома немножко было холодно рукам и ногам, а сейчас прям согрелась, тепло-тепло стало. Вот, мы поедем сейчас на рынок. Отдельным видео сделаю вам обзор рынка. Посмотрите, как все оранжевое-оранжевое прям. Сады эти апельсиновые, смотрите. Прям вообще Турция, это, наверное, главный экспортер цитрусовых, да? Ну да, они что-то... Сколько-то процентов европейских поставок цитрусовых дают именно район Мерси. Понятно. Ну, в общем, да, здесь у нас прям целые сады огромные цитрусовых. Вот, сделаем отдельное видео на обзор рынка, что 1 февраля можно купить в Турции и по каким ценам. Вот, потом мы поедем по другим еще делам. Ну, в рамках этого влога, я думаю, будут еще другие у нас поездки с вами. А рынок в этот влог уже не буду включать, а включу его рынок. И, соответственно, когда придем домой, обзор. Вот такое видео будет чуть позже, через несколько часов. Тоже сегодня выпущу, но чуть позже. На въезде в Эрдемли всякие различные магазины мебели, кому надо. Ну, могу сказать, что в этих магазинах мебель стоит сумасшедших денег. Летом, когда мы детям искали письменные столы, нам нужно было 2 письменных стола приобрести. Один письменный стол, тогда курс лиры к рублю был почти 10. Один письменный стол 2500 стоил, соответственно, почти 25 тысяч. Представляете, я не готова была за 2 письменных стола 50 тысяч отдавать. Вот, поэтому мы поехали с Алексеем в Кочташ, это типа нашего Оби, наверное, да? Да, Оби. Леруа Мерлен или Оби, и вот там немножко мебели тоже есть. И в итоге мы за 1300, то есть почти в 2 раза дешевле, чем один письменный стол вот в этих вот брендированных знаменитых мебельных магазинах. Почти в 2 раза дешевле мы купили 2 письменных стола и 2 этих кресла офисных. Вот, безусловно, качество не то, что в этих магазинах, но тем не менее это более доступные деньги для нас были на тот момент. Ну и сейчас я тоже не готова отдавать 30 тысяч. Сейчас по нынешнему курсу 5 тысяч лир за 2 письменных стола, это 30 тысяч. Так там еще и эти офисные кресла надо докупать. То есть я не готова более 30 тысяч отдавать за то, чтобы 2 письменных стола и офисные кресла купить. Поэтому
Как-то вот так вот мы выкрутились. Просто то, что у нас дома вся мебель, абсолютно вся мебель Истыкбол. Истыкбол один из самых дорогих мебельных магазинов в Турции. Это бывшая хозяйка все себе накупила. Она такая, себе любимой ничего не жалела. Ну, а в итоге оказалось, что для малоежек она все это прикупляла за год до продажи квартиры. Вот. Чему мы очень-очень рады, что нам не пришлось бегать самим все это выбирать. Она действительно выбрала все самое качественное, все самое лучшее и в самом лучшем дорогом магазине мебели. Вот. Ну, а мы, да, мы люди практичные, экономные, поэтому купили детям более дешевые варианты столов. Мы приехали уже на рынок. Все, я отключаю камеру, чуть позже продолжим. Смотрите, сколько чаек. Ух, прям. Толпа, да? Ужас, ужас. Хорошо, что они на людей не кидаются. Сейчас бы тут вообще катастрофа была бы. Да? Смотрите, ух, разлетались тут. Какие-то крупные чайки прям. И мелкие, и разные чайки. Но они так, как в Болгарии, не орут, да? В Болгарии такие крикливые, а орут, как будто это дети там капризные. Как дети смеются. Да. Проезжаем знаменитый мост, единственный, неповторимый в Эрдемле. Пешеходный. Вот. И что я вам хочу сказать? Да, кстати, кому нужна эта информация, около этого моста справа-слева огромное количество сотовых операторов расположились и банки. Мне кажется, все банки Турции здесь расположились. По правую и по левую сторону от этого пешеходного моста. Что я вам хочу сказать, друзья мои? Все классно. В Турции тепло, пальмы, красиво, супер. Но это, наверное, первый раз, когда меня очень сильно расстроил рынок. На продукты... Ценники такие, да, кусаются. На продукты без слез не взглянешь, ценники кусаются более чем в 10 раз дороже ценники. Ну, в принципе, зрители могут написать, как и, собственно, везде, да, зимой. Вот. Но все равно, относительно совсем-совсем недавно, в январе, мы помидоры покупали по 2-3 лиры. Сейчас меньше 10 вообще не подходи. Хотя по российским меркам это, конечно, летние цены. Считаю, сейчас курс 58,5. Вот, 58-59 рублей за килограмм помидоров. Вот, но, да, когда я у Сардини спрашивала, зачем она делает закрутки эти томатные, она просто томаты. Без ничего, просто томаты. Соль, что она там клала? Сахар, аспирин и вот перемолотые томаты. Зачем она это делает? На что она сказала, что в зимний период, во-первых, дорого, во-вторых, они, говорит, не такие красивые. Действительно, томаты выглядят очень-очень бледными. Такие, ближе к оранжевому, чем к красному. Вот. И меньше десятки не подходи. Сейчас 1 февраля, я думаю, ситуация будет меняться, я надеюсь, во всяком случае, да. Но, тем не менее, это впервые в Турции рынок меня очень сильно расстроил. Я прям... Даже выбрать нечего было. Естественно, мы там кое-что прикупили себе, домой приедем. Вернее, в следующем влоге вы об этом увидите, что мы там прикупили, обзор сделаем. А сейчас мы заехали на заправку. Сколько? Что это? 4, что-то не поняла. Не знаю, что-то. Вообще-то 13 уже. 14:21. Единичка у них не горит. Бензин капец как дорого стоит. У них раньше даже на табло таких цифр не было, чтобы 14. Короче, с момента, как мы приехали в Турцию в июне месяце, за полгода в 2 раза бензин подорожал. Опять-таки, вы не любите, когда я сравниваю с Россией, но сравню с Россией. Когда в России пришел вот этот вот обвал рубля, не было у нас в 2 раза подорожания бензина.
Все равно он по чуть-чуть, по 5%, по 10% поднимался. Но в 2 раза, вот так, чтобы он был 40, стал 80, такого нет даже сейчас. Даже сейчас, напишите в комментариях, бензин наверняка в России стоит в районе, может, 55. Да, Леш? Могу ошибаться. Нет, сейчас. Ну так, это так, я думаю. Ну вот, а здесь мы приехали по 7 с чем-то, в Махмутларе заправлялись. Там в районе Кыргыджака или где там, когда ехали в сторону Мерсина, арендовали машину, заправлялись в районе Кыргыджака за 7 с чем-то, 7 с копейками. Сейчас он уже 14,40. Это ужас, это просто нереально, как они, не стесняясь, обвал лиры произошел, и они на тебе все ценники в 2 раза. Кошмар, друзья, я сейчас вижу на табло, 35,89 нам залили бензина, и сумма вышла 510 лир. Это ужас, это просто ужас. Раньше мы меньше 400 лир всегда заправляли за бак. Опля, чуваешь? Да, говорю, бензин на 510 вышел. Ага. 14,21 стоимость литра бензина. Я сейчас вообще в шоке. 510 лир, представляете? Капец. Капец. Это ужас, это ужас. Это не Турция, а я не знаю, какая-то, блин, Если можно сюда выезжать. Европа. Я не знаю, как так. Слушай, походу нельзя. Нельзя? Походу нет. Ты должен был туда, к ним встать. Да? Вот конь. Сейчас эти на тебя поедут все. Ну это да. Я думал, что на трассу выехать. Ну ладно. Народ. Цвета я не пойму. Зеленым здесь горит. Так иди туда. Ты не можешь. Ну, пипец. Наверное, они все в шоке. По встречке. Пофиг.